В небольшом доме на окраине деревни жила одна семья, неразрывно связанная с их пушистым другом, огромным сибирским котом по имени Буся. Его жизнь была полна приключений. Каждое утро он с гордостью проверял границы своей территории, невзирая на пронизывающий мороз. Но однажды, не сказав ни слова, Буся пропал. Неделя прошла в тревожных поисках и растущих сомнениях, пока надежда не покинула сердца его владельцев – Алены, Олега и их дочери Марины. К каждому утру Олег, зная привычки своего кота, ставил у двери несколько теплых слов о том, какое время года за окном, и открывал дверь, давая Буся возможность насладиться свежим воздухом, даже если за окном бушевала настоящая метель. Он знал, что этот кот не боится непогоды, он был настоящим сибиряком. Однажды Алена заметила, что Буся не вернулся с привычной прогулки. Первые дни семейного беспокойства превращались в настоящую панику, когда метель не утихала, а вокруг дома снег становился все глубже. С каждой минутой растущие сомнения поглощали семью, и тревога росла вместе с шансами на возвращение Буси. Каждый вечер они передавали друг другу отчаянные речи, вспоминали все возможные варианты, где мог скрываться их любимец. Все надежды погасли, когда Алена решила расклеить объявление о пропаже кота. Она знала, что для многих это всего лишь кошка, но для их семьи Буся был центром всего. Люди проявляли сочувствие, но никто не мог им помочь. Но то, что в лесу неладно, заподозрил старый местный егерь Иваныч. Он говорил, что в последнее время раздавались выстрелы и что лучше не искать Бусю в опасных местах. Разговор обрывался на полусловие, когда он поднимает найденные гильзы и капли крови. В тот момент в их дом пришло первое ощущение потери, чувство, которое обрушивалось на семью, как холодный лед. Семья начала смиряться с мыслью о том, что, возможно, никогда не увидят своего любимца. Вместо воспоминаний о его ловкости они охватывались тоской. Марина, вздыхая, упомянула, что не хочет другого кота, а только Бусю. Это добавляло еще больше трагизма в их жизни. Сейчас кажется, что они уже никогда не вернутся к привычному. В темную и морозную ночь что-то нарушило покой. Старшее поколение из ушей повстречало дрожащую фигурку. Дикий рысенок, испуганный и замерзший, прижал свои иссохшие бока к порогу дома. Вглядываясь в эту картину, семья была в замешательстве. Как же неожиданно жизнь вновь подбросила им испытания, после которых они должны будут заниматься не только потерей, но и спасением. Неожиданно среди своих переживаний в доме снова появляется любимец семьи – Буся. Он подталкивает своего нового друга к теплу и свету. Этот нежный поступок добавляет ясности. Для Буси жизнь продолжается, и его мощная натура решает поддержать тот, кто нуждается в помощи. Недолго думая, Алена схватила плед, чтобы укрыть рысенка. Олег колебался, но вскоре согласился помочь. С женской заботой и безумной решимостью они врезались в новую историю спасения. Алена бережно переносит рысенка в кладовку, где тепла и уюта достаточно, чтобы его поразила новая жизнь. Олег включает обогреватель, и они уже собираются сделать все возможное, чтобы помочь. Но их опасения поругаются. Были ли они правы? Как смиряться с тем, что они попали в новые проблемы, когда лишь несколько дней назад справлялись со собственными потерями? Как будто понимая, что рысенку сейчас тяжело, Буся сам запрыгивает в кладовку. Его тихое мурчание дало понять, что он готов помочь. Ощущая тепло, рысенок медленно оживает, напоминая всем, что жизнь – это круговорот, который нельзя прерывать. Олег осматривает Бусю, замечая обморожение на ушах кота, а среди прочих забот Алена пытается напоить рысенка молоком. Но вот беда. Буся начинает проявлять подозрительность. Оказавшись в такой ситуации, вся семья понимает, что в реабилитации диких животных есть свои правила. Олег заграждает двери, а Марина вешает знаменитый знак «Карантин».
Между ними воцаряется тревожное ожидание. Это не просто забота о здоровье рысёнка, это необходимость вернуть баланс в их семейную жизнь после потери. Обычная жизнь создает новые препятствия. Фёдор, браконьер, заподозривший, где находится рысёнок, решает найти его после того, как увидел аналогичные следы. Теперь опасность становится еще более осязаемой, и каждый из членов семьи понимает, что им требуются сосредоточенные действия, чтобы выжить. Алена тщетно проверяет состояние рысёнка. Он дышит ровнее, но его состояние остается неопределенным. Блюдце с молоком пусто. Алена чувствует облегчение, но не зная, что именно произошло. Благодаря промежуточным изменениям в состоянии рысёнка кажется, что забота приносит плоды. Однако неожиданное открытие изменит ситуацию разом. Алена, изучая форум о реабилитации диких животных, узнала, что ей нельзя кормить диких котят коровьим молоком. В сердце у нее возникает паника. Ее собственное действие могло навредить тому, спасать которому она собиралась. Олег, услышав крик Алены, быстро понимает, что ее решение может оказаться угрожающим для их нового подопечного. Сначала растерянный, он вскоре устремляется на поиски активированного угля, чтобы спасти рысёнка. Когда Алена открывает дверь, ее встречает тревожная картина. Рысёнок в плохом состоянии. Его частое и поверхностное дыхание указывает на критическое состояние. Но Буся не может остаться безучастным. Он начинает вылизывать рысёнка, как будто хочет передать тепло и поддержку. В то время как Фёдор, знающий о том, что кот пропал, отправляется в дом с намерениями, каждый в семье оказывается под тенью угрозы. Иваныч, слыша о происходящем, понимает, что нужно принимать меры. Вернувшись с лекарствами, Олег и Алена делают все возможное для вытаскивания рысёнка от смерти. Вливая активированный уголь, они наблюдают, как рысёнок начинает оправляться, но все еще остается слабым. Как только Марина замечает Фёдора, ее сердце холодает. Огонь защиты вспыхивает, а не гасит свет, чтобы скрыть рысёнка, но в их умах зреет вопрос, сколько это еще может продолжаться. Собравшись, Олег, Алена и Марина обсуждают стратегию, как защитить рысёнка от Фёдора. Каждое слово звучит так, будто бы они готовятся к битве. Отличной идеей становится обращение в Центр реабилитации за помощью. Однажды ночным покоем Алена поднимает трубку и начинает рассказывать о ситуации. Все они переполняются благодушием после разговора. Они получают поддержку и совета, став тем светом в конце тоннеля. Рысёнок Грей начинает приходить в себя, его состояние улучшается. Инстинкты природы берут верх, и вдруг они видят, как Буся оберегает Грея, как настоящий защитник. Моменты легкости и радости приносят новые оттенки в семейные отношения. Огромная ночь проходит, полная страха, но они надеются и ждут. Наутро, когда метели утихают, Олег выходит осмотреть двор. Ничего, кроме безмолвной зимы вокруг. Работа не прекращается. Алена готовит новую смесь для Грея, а волонтер обещает, что скоро приедет. Но вдруг, как будто воскрешая старые страхи, по дверям стучат. Олег и Алена понимают, что это не волонтер, это Фёдор. Страх сжимает их сердца, когда они начинают прятаться. Но тут появляется Иваныч с ружьем в руках. Его слова угрожают браконьеру, и, отступая, Фёдор уходит. Облегчение наполняет воздух, но в то же время новые угрозы остаются несомненными. Деревянная крепость, которой они стали, охраняет их от страха. Окна зашторены, двери надежно подперты. Грей начинает проявлять интерес, что еще больше укрепляет напряженное спокойствие в доме. Но как только ночь окутывает дом, Олег слышит скребущий звук. Он и Алена осторожно подкрадываются к двери, в то время как Буся начинает угрожающе рычать. Никакие прятки не помогут, если враг у порога. Во мгновение ока стекло окна в кладовке выпадает. Холод, как враг, врывается в их защиту. Олег с ужасом представляет, что может произойти, если Фёдор прорвется внутрь.
Не раздумывая, Буся срывается с места. Он защищает своего приемного сына Грея от возможного врага, получая полное внимание семьи на себя. Олег отчаянно ищет выход, не зная, как поступать в этой ситуации. В поисках помощи Олег нацеливает брелок с кнопкой паники на машину Федора, но время уходит. Вскоре земля отдаётся глухим звуком борьбы и выстрелов. Олег и Алена, встревоженные, не понимают, что произошло. Мужчины обмениваются угрозами, и между ними вспыхивает конфликт. Удары и возня звучат из темноты, Марина в ужасе покидает комнату. Все в доме понимают, что самая тяжелая часть еще впереди. С разными переживаниями они ждут продолжения. Ораторские взгляды квадратят комнату. Как будто время остановилось. Олег и Алена в шоке, не знающих, стоит ли им идти или оставаться. Как только появился свет, Олег видит Федора на коленях в снегу. Иваныч откидывает его от себя, его лицо выражает угрозу. В их разговорах звучит истина, дело в жизни и смерти. Иваныч передает Олегу гильзу от карабина, на которой началась эта опасная игра. Уговоры вызывают понимание, и они решают вызвать полицию на утро, чтобы поставить точку в этом конфликте. Наступает следующая заря. Андрей из центра реабилитации приезжает за Греем. Буся скачет к нему, но Марина останавливает его, успокаивая кота. Словно завершая новую главу, им удается поместить Грея в клетку. Отправляясь в неизвестность, Андрей уносит Грея из их жизни. Минуты уходят в пространство, словно прощание с несбывшейся мечтой. Тоска затмевает их сердца, а Буся смотрит вдаль, не понимая, что происходит. С коренным изменением приходит время, месяцы идут, снег тает. Жизнь снова наполняется радостью, и полиция находит Федора, готовя его к суду. Семья начинает восстанавливать свои отношения с Иванычем, который теперь становится частью их жизни. Спустя какое-то время, как будто в шутке судьбы, Андрей присылает фотографии Грея. Он так вырос. Семья собирается на веранде, в тишине, когда Буся наконец возвращается домой. И как в великом испытании у них возникает вопрос, как бы они поступили, если бы волонтеры не пришли на помощь. Каждый из них понимает, что жизнь – это не просто круговорот событий. Это эмоции, переживания, чувства любви, поддержки и иногда настоящих испытаний. Они готовы к новому, к возвращению своих душевных ритмов.